Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 28 апреля. Сегодня у нас с вами изобильный день, поэтому сегодня перед сном обязательно скажите эти слова. И, друзья, сегодня у нас с вами вербное воскресенье, поэтому это особый день, когда наши все желания, мечты, помыслы обязательно исполняются и возвращаются к нам в приумноженном виде. Поэтому обязательно сегодня перед сном скажите эти энергетически сильные слова, которые помогут вам в жизни, откроют новые возможности, сделают так, что в вашей жизни действительно будет все прекрасно, чудесно и замечательно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите следующую волшебную фразу: «Я открыта к изобилию Вселенной и каждый день привлекаю в свою жизнь финансовое процветание, удачу и благосостояние». Обязательно пропишите ваше полное имя. Обращайте внимание на Т9, потому что очень часто, читая комментарии, иногда понимаем о том, что Т9 – это функция на телефоне, она просто меняет слова на какую-то белиберду. Поэтому, пожалуйста, внимательно. Друзья, хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Вы знаете, нам очень-очень приятно. Итак, друзья, сегодняшний день, 28 апреля, это день, когда вы можете активировать потоки изобилия и процветания в свою жизнь. Вообще, этот день, 28 апреля, обладает особенной энергетикой, которая благоприятствует молитвам, аффирмациям, которые направлены будут на улучшение финансового состояния и общего благополучия. И обращаем ваше внимание, что сегодня у православных великий праздник – вербное воскресенье. Поэтому постарайтесь в этот день сходить в церковь, в храм, помолиться, попросить у высших сил, у Бога всего того, что вы считаете важным и нужным. Не забудьте и осветить вербные веточки. Но опять же, если у вас есть такое искреннее желание, нет, уделите внимание себе, подумайте о том, как вы можете сегодня порадовать себя. Это очень важно. Кроме того, постарайтесь сегодня настроиться на позитив. Вот вы прослушайте сейчас наше видео и постарайтесь настроиться на созидание, на творение. Постарайтесь настроиться на положительную волну и открыться для изобилия. Возьмите вот после просмотра видео и прослушивания той информации, которую мы дадим, просто несколько минут побудьте в тишине. И в этот момент попытайтесь проговорить то, что для вас важно. Например, вы открыты для чего-то, для изобилия, для достатка. Или скажите другую про себя фразу, возможно, вслух, на ваше здесь усмотрение. Сегодня я привлекаю богатство и успехи. Вот пусть такие слова действительно станут вот тем фундаментом, благодаря которому вы начнете двигаться к своим целям и к своим мечтам. Также обращаем ваше внимание, произнося те или иные слова, молитвы, аффирмации, будьте, пожалуйста, в хорошем настроении. Если вас что-то раздражает, вас что-то не получается, и вы произносите слова, вы должны понимать и то, что они просто или не пройдут проверку временем, или просто ничего не произойдет. Поэтому ваш настрой и ваше открытое сердце обязательно вам помогут. Кроме того, сегодня очень хорошо выращивать, садить, покупать зеленые растения для привлечения денег. Именно в этот день, 28 апреля, как вы знаете, зеленые растения – это у нас те растения, которые ассоциируются с ростом, с изобилием. Поэтому постарайтесь сегодня в доме поставить новые растения. Это может быть фикус, это может быть денежное дерево или любые другие зеленые растения, которые для вас лично символизируют рост и процветание. Желательно именно эти зеленые растения оставить на подоконнике, именно на кухне. И таким образом вы начнете привлекать еще больше изобилия, достатка и благополучия в свою жизнь. Но помните, это вы должны не сделать, потому что мы вам сказали, а вы должны вот на интуитивном уровне почувствовать это
растения. Возможно, зайдя в магазин по продаже комнатных растений, и вы выберете вообще какое-то третье растение, вот оно вас притянет. Пусть будет. Главное, чтобы вы, знаете, на интуитивном уровне вот это чувствовали, это очень важно. Также старайтесь сегодня помогать другим, потому что таким образом сегодня вы активируете законы изобилия. Как вариант, пожертвуйте сегодня некую сумму на какое-то доброе дело или подарите что-то тем людям, кто в этом нуждается. Это может быть все что угодно. И таким образом это активирует энергию возврата и многократного умножения того, что вы отдали. Также в этот день, девочки и мальчики, 28 апреля хорошо заниматься именно планированием финансов. Рассмотрите свои текущие расходы, доходы и составьте план на будущее. Пусть это будет на листке бумаги. Возьмите ручку и распишите, вот как вы это видите. Потому что именно это поможет вам четко понимать и видеть свои цели и лучше осознавать то, как вы можете их достичь. И еще сегодня очень важный момент, очень важно, закончив этот день, обязательно скажите вслух слова благодарности за все хорошее, что произошло с вами в этот день, и за все, что у вас уже есть, потому что именно слова благодарности будут притягивать еще больше в вашу жизнь благополучия и радости. Обязательно не забудьте перед сном поблагодарить ангела-хранителя, высшие силы, Бога, кого вы чувствуете, к кому вы обращаетесь, вот в самые тяжелые моменты своей жизни. Вот поблагодарите, как вы это видите. Если вам в этот момент захотите плакать, или вам как-то, знаете, вот вы почувствуете, что вы на правильном пути, то не ограничивайте себя. Иногда нужно с самим собой выговориться. Иногда нужно просто поплакать. Бывает так, что вы смотрите какой-то фильм, и вы начинаете вот плакать, рыдать, а потом вспоминаете что-то из своей жизни и тоже начинаете плакать. Вы знаете, так плачет ваша душа. Просто на физическом плане это проявляется вот именно в таком формате. Потому что мы с вами все люди, мы все имеем с вами тело, материю. И вот материя, она так реагирует на те или иные моменты. Обращаем на это ваше особое внимание. Друзья, по лунному календарю сегодня у нас с вами убывающая луна. Убывающая луна в знаке зодиака Козерог. И у нас сегодня 20-е лунные сутки. И этому дню придается особая атмосфера, и именно именно энергия Луны влияет и сегодня на различные аспекты нашей жизни. Кроме того, вы должны понимать и то, что в знаке зодиака Козерог Луна усиливает чувство дисциплины, ответственности и стремления к достижению цели. Поэтому сегодня прекрасный день для планирования и для анализа долгосрочных проектов, особенно в сферах, где требуется точность и внимание к деталям. Кроме того, Козерог управляет профессиональной сферой, поэтому 28 апреля это прекрасный день для карьерных размышлений. Это время подходит для оценки достигнутых результатов и корректировки планов. Но, однако, сегодня в этот день следует избегать рискованных начинаний, крупных инвестиций. Все-таки убывающая луна не благоприятствует новым проектам. Что же касательно финансовых дел в этот день, 28 апреля, то сегодня требуется осмотрительность. Да, сегодня прекрасный день для того, чтобы погашать долги, избавляться от ненужных расходов. Также сегодня воздержитесь от спонтанных покупок и старайтесь не брать в долг. Далее, друзья, знак Козерога, вы знаете, что он связан с костями, с суставами, с зубами, поэтому сегодня уделите особое внимание укреплению костной системы. Полезными будут кальций и регулярные физические упражнения. Но в то же время сегодня старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок, чтобы не спровоцировать травмы. В сфере личных отношений убывающая луна в Козероге помогает решать накопившиеся проблемы с практической точки зрения. Поэтому это день для серьезных разговоров, для принятия обдуманных решений, а не импульсивных действий. Также в этот день, к сожалению, есть определенные и опасности. Как они будут проявляться?
из-за переутомления, потому что люди будут сегодня стремиться завершить все свои дела. Может проявляться как ригидность мышления, которая может привести к каким-то конфликтам с окружающими людьми. Ну и, конечно же, сегодня обращаем ваше внимание повышенный риск травм, который связан с невнимательностью и усталостью. Поэтому постарайтесь сегодня запланировать день так, чтобы было достаточно времени и для отдыха, и для того, что вы сегодня запланировали. Также сегодня сделайте акцент на завершении текущих проектов, а не о начинании новых. Также постарайтесь сегодня проводить время как можно больше на свежем воздухе, чтобы улучшить эмоциональное состояние и снять любое напряжение. Также сегодняшний день благоприятен для систематизации, планирования, но требует осторожности в активных действиях и во взаимодействиях. Поэтому используйте энергию этого дня разумно, и тогда вы действительно сможете значительно продвинуться в достижении своих целей. Теперь, друзья, давайте посмотрим, что же нам с вами говорит карта Таро на 28 апреля. Итак, выпала карта, друзья, это четверка мечей, которая символизирует период отдыха, восстановления и подготовки к чему-то новому. Вообще, эта карта появляется после каких-то тяжелых периодов стресса или разочарований, служит таким напоминанием о необходимости взять паузу для личного уединения и размышлений. Вообще, четверка мечей предлагает замедлить темп и позволить себе время на восстановление и обдумывание своих следующих шагов. Кроме того, на практике четверка мечей предлагает следующие действия и ориентиры на этот день. Во-первых, это сегодня идеальный день для того, чтобы устроить себе отдых. Отложите все ненужные заботы и посвятите время себе. Самое простое – чтение, возможно, какой-то литературы, прогулки на природе или просто спокойный отдых дома. Поскольку четверка мечей ассоциируется с умственным миром, то хорошо проводить в этот день медитации, а также глубокие размышления. Это поможет вам обрести внутреннюю гармонию и ясность мысли. Также используйте этот день для планирования вашего будущего. Оцените свои достижения и задумайтесь о том, какие шаги вам необходимо предпринять для достижения ваших долгосрочных целей. Также обращаем ваше внимание и на то, что четверка мечей предупреждает и о потенциальных рисках излишней изоляции. Не позволяйте времени наедине с собой превратиться в такую, знаете, в полную социальную изоляцию. Будьте готовы вернуться к активной жизни после необходимого перерыва. Обращаем на это ваше внимание. Ну и теперь давайте поговорим об Архангеле Михаиле, о его советах на этот день, 28 апреля. И вы знаете, сегодня Архангел Михаил призывает каждого человека укрепить свою внутреннюю силу и самоопределение сделать. В этот день особое внимание следует уделять медитации. Это поможет вам обрести ясность в своих намерениях и в своих действиях, а также понять, какие области жизни требуют изменений или улучшений. Также уделяйте сегодня время медитации, представляйте, как свет Архангела Михаила окутывает вас, защищает от негативных энергий и внешних воздействий. Это укрепит вашу энергетическую защиту и повысит уверенность в своих силах. Также сегодня не бойтесь просить помощи у Архангела Михаила в какие-то трудные моменты. Его поддержка может быть особенно важной, когда вы сталкиваетесь с какими-то вызовами или принимаете важные решения. Кроме того, Архангел Михаил советует в этот день, 28 апреля, активно практиковать прощение, как в отношении других, так и по отношению к себе. Это освободит вашу душу от обид и злобы, которые могут тяжело висеть на вашем сердце. Также Архангел Михаил призывает вас стать защитником правды в вашей жизни и в жизни окружающих вам людей. Поэтому будьте сегодня честными в своих словах, в своих действиях и поддерживайте тех, кто действительно нуждается в вашей помощи.
Ну и как мы сказали, друзья, в начале видео, сегодня, перед тем, как будете ложиться спать, обязательно прочитайте определенные слова. Это помогут вам, эти слова, сонастроиться с энергией Вселенной. Вы можете эти слова переписать на листочек и их прочитать перед сном. Итак, когда вы уже ляжете в постель, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы полностью расслабиться. И представляете, как каждый ваш вдох наполняет вас светом, энергией, а каждый выдох уносит все ваши беспокойства, стрессы и в том числе любой негатив. Когда почувствуете себя расслабленным, произносите слова, которые мы укажем в описании к этому видео. Это слова энергетические, друзья, очень сильные. Поэтому или сделайте скрин, или перепишите. Их обязательно нужно прочитать. Можете шепотом, можете вслух, но ни в коем случае не про себя. Эти слова вам нужно будет прочитать всего лишь 3 раза. И таким образом эти слова наполнят ваше сознание и ваше подсознание уверенностью в своих силах и в своих возможностях. И откроют перед вами все то, что вам действительно важно и нужно. Друзья, вот такой у нас с вами день, 28 апреля. Мы всех поздравляем с вербным воскресеньем. Следующая неделя у нас достаточно интересная. Помните о том, что 5 мая мы с вами все отмечаем Пасху. Друзья, всем желаем мыслимых и немыслимых благ. Если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте лайк этому видео. Нам будет очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!